Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какой интересный узор мы с вами сегодня будем вязать. Сетчатый узор с мелкими ромбами и большими треугольными дырками. Изнанка у этого узора тоже довольно приличная. Можно считать его двусторонним узором. Это узор к жакету из итальянского журнала Фата Амана. На этом жакете таким узором связана полочка. И смотрите, как это оригинально выглядит. Особо мне здесь рассказывать нечего. Мы начнем сразу вязать. Я только замечу, что схема узора для кругового вязания. Это значит, что все ряды на схеме показаны как лицевые. Если мы вяжем поворотным вязанием, как мы сейчас будем вязать, то, поворачивая работу, в изнаночных рядах мы будем читать условные обозначения наоборот. Давайте начнем. Раппорт узора составляет 6 петель. Если вы вяжете по кругу, то вы набираете нужное количество раппортов по 6 петель. Если вы вяжете поворотным вязанием, то к 6 петлям раппорта прибавляем еще 6 петель для симметрии узора. И эти петли мы будем разделять так. Одну петлю для симметрии узора мы вяжем перед раппортом в начале ряда, затем вяжем нужное количество раппортов по 6 петель, и последние 5 петель для симметрии узора мы вяжем в конце ряда. Мы с вами свяжем 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. В высоту раппорт составляет 8 рядов. Набираем на спицы 20 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. После кромочной провязываем изнаночную петлю. Это петля для симметрии узора. Дальше начинается раппорт. 1 изнаночная. 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Провязываем вторую петлю лицевой петлей. И петлю, оставленную перед работой, мы тоже вяжем лицевой. Далее 3 изнаночных. Мы провязали 1 раппорт. И вяжем следующий раппорт. Точно так же. 1 изнаночная. 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петлю оставляем перед работой. Вяжем вторую петлю лицевой. Петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. 3 изнаночных. И у нас остаются 5 петель для симметрии узора. 1 изнаночная. 2 петли перекрещиваем в левую сторону и провязываем их лицевыми. И 2 изнаночных у нас будет в конце ряда. Во втором изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Обычно я пропускаю в видео такие ряды, но здесь их будет всего 2, и раппорт у нас короткий, поэтому я покажу все. Провязали 2 ряда. Я в дальнейшем не буду вам говорить петли до раппорта, петли после раппорта. Вам видно хорошо на схеме, где раппорт начинается, где раппорт заканчивается. А я буду говорить общее количество петель. 3-й лицевой ряд. Кромочную снимаем, смотрим на схему. У нас на схеме закрашенные клеточки. Это значит, нет петли. Мы пропускаем эти клеточки и вяжем дальше. Нам нужно 3 петли провязать вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями, у меня изнаночные петли для этого лежат удобно, а лицевая неудобно. Мне нужно развернуть лицевую петлю так, чтобы все петли лежали одинаково и они не были перекрещенными при провязывании. И провязываем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее делаем накид и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Теперь у меня лежит для этого
петля лицевая удобно, а изнаночные петли неудобно, неправильно. Я разворачиваю изнаночные петли и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Все, дальше пропускаем закрашенные клеточки на схеме и повторяем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Снова пропускаем закрашенные клетки и повторяем 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Такой у нас 3-й лицевой ряд. 4-й изнаночный ряд. Пропускаем закрашенные клеточки. Не забываем, что в изнаночном ряду петлю вяжем наоборот. У нас лицевая петля, мы провязываем ее изнаночной. 1 изнаночная. Теперь нам нужно из накида вывязать 4 петли. Не снимая петлю с левой спицы, провязываем ее сначала лицевой петлей, затем изнаночной петлей, затем снова лицевой петлей и снова изнаночной петлей. Вот. Мы из накида вывязали 4 петли. Далее будет у нас 2 изнаночных и снова из накида вывязываем 4 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее снова 2 изнаночных и снова из накида вывязываем 4 петельки. И у нас будет 1 изнаночная в конце ряда. Вот. Если в 3-м ряду мы количество петель уменьшили, то сейчас в 4-м мы количество петель восстановили. Провязали 4 ряда. Теперь следующие 4 ряда мы вяжем точно так же, только мы вяжем уже дырки в шахматном порядке. 5-й лицевой ряд. 1 лицевая, 4 изнаночных. 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. 4 изнаночных. И снова 2 петли перекрещиваем вправо. Первая петля за работой, вяжем лицевую, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. 4 изнаночных. 1 лицевая в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду петлю вяжем по рисунку. 1 изнаночная, 4 лицевых. 2 изнаночных, 4 лицевых. 2 изнаночных, 4 лицевых. 1 изнаночная в конце ряда. Седьмой лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид и провязываем 3 петли вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Навстречу им провязываем 3 петли вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид и повторяем 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. И еще в конце ряда делаем накид, не забудьте. 8-й изнаночный ряд. Сразу после кромочной из
накида мы вывязываем 2 петли. Одну лицевую, одну изнаночную. Затем 2 изнаночных. И уже из следующего накида вывязываем 4 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 изнаночных. Снова из накида вывязываем 4 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. 2 изнаночных. И из последнего краевого накида вывязываем 2 петли. 1 лицевая, 1 изнаночная. В 8 ряду мы из краевых накидов справа и слева вывязываем по 2 петли, а из остальных накидов в узоре мы вывязываем 4 петли. Все, 8 ряд это был последний ряд раппорта. Далее раппорт повторять с первого ряда. Давайте первый ряд еще провяжем, чтобы уже увидеть, как узор смотрится. Первый ряд, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, провязываем их лицевыми, 4 изнаночных, снова 2 петли перекрещиваем влево, вяжем их лицевыми, 4 изнаночных и еще раз 2 петли перекрещиваем влево, и у нас будет 2 изнаночных в конце ряда. Мы провязали 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Смотрите, какой красивый узор с необычными треугольными дырками. Прекрасно будет смотреться на любых летних вещах и не только летних, смотря из какой пряжи будете вязать свое изделие. Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки на наши соцсети вы найдете под каждым нашим видео. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!